Привет, меня зовут Анна Мангайт. Это программа «Женщины сверху». И сегодня Афганистан. Худшее место, чтобы родиться женщиной. Принудительные браки несовершеннолетних, отсутствие карьерных перспектив, полное отсутствие самостоятельности. Но так было не всегда. Во время афганской оттепели в 60-е при Захир-Шахе в Афганистане приняли конституцию, в которой было закреплено равенство женщин и мужчин, включая право избирать и быть избранными. В 60-х, 70-х афганки могли не только выходить из дома поодиночке, они могли носить современную одежду, вот как на этой фотографии, могли учиться, работать, путешествовать. Афганская коммунистка Анахида Ратебзад стала министром культуры, а писательница Масума Эсмати возглавила Министерство образования. Этот проект «Исчезновение женщины» иллюстрирует эволюцию политической ситуации в Афганистане. К 2021 году женщины потеряли все. Фактическое сексуальное рабство и легализованная педофилия, принудительные браки с 12 лет, без права на выбор, не только политический, но и личный. Нельзя выходить из дома без сопровождения мужчины, полная материальная зависимость, фактическое запрещение образования и карьеры, выбор одежды из хиджаба и бурки. Как это было в VI веке нашей эры, в эпоху пророка Мухаммеда. Именно в ней видят свое счастливое будущее талибы. Для всех нас это прямое доказательство, что бывает со странами, которые двигаются не вперед, а назад. Сегодня специальный репортаж Анны Фиминой о женщинах в Афганистане и о масштабе трагедии, которая может обернуться в движение назад. Больше всего прихода талибов в Афганистан боялись женщины. Законы шариата оставляют им лишь две функции – ведение хозяйства и деторождение. Причем родить надо только мальчика. Женщины, которые рожают женщин – бесполезные существа. В таких семьях одну из дочерей назначают бачапош, то есть временным мужчиной. Ее растят и одевают как мальчика, называют мужским именем. В сопровождении бачапош остальные женщины могут выйти из дома. Об этом афганском феномене бачапош рассказывает американский фильм «Осама». Так временно женщина обретает права мужчины. Только мужчины при талибах полноценны и полноправны. Так было с 1996 по 2001, когда они были у власти в Афганистане. Чтобы жить иначе, нужна или светская власть в стране, или эмиграция. Все люди так боятся, так воспоминания из прошлого года есть, и никто не хочет, все боятся, потому что у нас есть очень плохие опыты. Сейчас Сурия учится в магистратуре СПбГУ, но в детстве жила при талибах в Афганистане. Мне было 6 лет, я пошла в школу, и потом через 2-3 года вот талибов приехали, и мы вообще ничего не учились, сидели дома, все. Мама даже не хочет вспоминать, потому что это время, мы считаем, это время вообще черное время. Мы не можем вспомнять, и это время очень плохо было. Все сидели дома вообще без ничего. Вообще ничего не было. Только было сидеть дома. Даже из дома, если хотела кто-то выходить, надо было с братом или с мужем. Просто одна нельзя было. Поэтому мы не хотели, что вспоминать, но, к сожалению, мы уже сейчас просто за 20 лет вообще назад пришли сейчас. До 96-го мама Сурии работала в школе учителем биологии. Благодаря маме все 5 лет правления талибов Сурия продолжала учиться дома. Детских фотографий у Сурии не осталось, их сожгли. При талибах изображения людей были запрещены. Другие бывшие учительницы организовывали подпольные женские классы. Сакену Якуби называют матерью всего Афганистана. Когда Талибан захватил всю страну в 96-м, она уже жила в Америке, где к тому моменту получила высшее образование. Но практически сразу приняла решение вернуться на родину, чтобы помогать беженцам. Жизнь в лагере беженцев была адом на земле. Люди были подавлены. Когда я увидела этих женщин, этих детей, я увидела, как общество разлагается. И это общество нуждается в чем-то, что изменит его. И тогда я поняла, что образование было единственным выходом. Я открыла 80 подпольных школ по всему Афганистану во время правления Талибана. Большинство студентов были девочки. Если бы талибы узнали о школе, они бы убили нас на месте. Чтобы держаться в безопасности, я установила систему, по которой студентки не должны были приходить одновременно. Они приходили частями, раз в час, всегда в хиджабе, чтобы не привлекать внимания.
Я горжусь тем, что многие из моих учениц сейчас развивают страну. Талибан контролировал Афганистан с 1996 по 2001 год. И это время было абсолютным кошмаром для афганских женщин. Талибан злоупотреблял своим отношением к ним. И, как описывают то время афганские женщины, талибы считали женщину недочеловеком. Образование было почти полностью запрещено для женщин. Женщины могли выходить из дома только в сопровождении мужчины. Совершенно все трудоустройство было запрещено для женщин. Было исключение только для женщин-врачей. И Талибан применял насильственные и жестокие методы наказания. Могли забить камнями или отхлестать за нарушение. Но это еще не все. При Талибане женщинам также запрещалось использовать косметику и носить туфли на каблуке, чтобы не раздражать мужчин стуком при ходьбе, громко разговаривать и смеяться на публике, заниматься спортом, носить одежду ярких цветов. В понимании талибов такие цвета сексуально привлекательные, но что считается ярким, а что нет, они не объясняют. Выступать по радио, телевидению, в интернете или на публичных собраниях. Мне было 9 лет, когда Талибан впервые захватил страну. Я помню, однажды я пошла с папой в продуктовый магазин, и я до сих пор помню эту страшную картинку, как приехали 2 машины с талибами, оснащенными какой-то взрывчаткой, оружием, и владельцы магазина, и вообще люди в той местности просто исчезли. И я куда-то убежала, я не помню, где был мой отец. Я пыталась скрыться за деревом, потому что это было ужасно страшно. У них не было милосердия к детям, женщинам, мужчинам. Они были воплощением страха. Я помню, даже у нас по соседству мужчины начали примыкать к талибам, чтобы защитить свои семьи, что, конечно, абсолютный инстинкт самосохранения. Когда ты идешь к врагу, чтобы спасти своих детей, семью, особенно женщин в своей семье. Когда Талибан пришел к власти, все, что я слышу, это никакой музыки, никаких развлечений, никаких карточных игр. Нельзя влюбляться и встречаться. Вы не увидите женщину, которая идет без мужчины, который для нее махрам. То есть им разрешено кузены, братья, муж. Вы не можете простые вещи, на которые вы вправе. Ничего из этого. И это обеспокоило меня. И мало того, женщин забивают камнями до смерти. За что? Простые вещи, которые не заслуживают смерти или каких-то пыток. Все эти вещи были крайне шокирующими, и все. По сути, это варварство. Мы с родителями жили в многоквартирном доме, и я помню, как отец рассказывал мне, что когда пришли талибы, они увидели девушку. Они знали, что в квартире на 6-м этаже живет девушка. Они постучали в дверь и сказали отцу: «Мы хотим твою дочь, мы заберем ее». Отец сказал: «Подождите секунду, я вернусь». Он закрыл дверь, пошел к девушке и сказал: «Послушай, такая ситуация, я не знаю, как ты решишь». Отец был такой милый, что спросил девушку: «Я не знаю твоего решения, но я бы предпочел, чтобы ты умерла, чем чтобы тебя насиловали или мучили эти люди». Девушка пошла в душ, помолилась, вышла на балкон и кончила жизнь самоубийством. В 2003-м в Афганистан вошли американцы. От этого первыми выигрывают женщины. Женщины пошли в профессию. Они стали министрами, судьями, полицейскими и всем тем, кем они хотели стать. Молодые девушки наслаждались новой свободой, музыкой, спортом, искусством, в общем, всем, что до этого было запрещено. И было ощущение, что молодые девушки меняют страну. Одна из таких молодых девушек – Вида Самадзай. Это она в 2003 году представляла Афганистан на международном конкурсе красоты и дефилировала в красном купальнике, который тогда моментально стал символом свободы афганских женщин. Когда я участвовала в том конкурсе, я не знала, насколько колоссально это будет. Надеть бикини, мусульманке, показать свое тело – это был не мой выбор. Это была часть правил и норм конкурса. Было бы нечестно, если бы я отказалась надеть его. Или мне бы не позволили так сделать. И раз уж мне надо было это делать, я сказала: давайте возьмем красное. Он символизирует свободу, волю, и я борюсь. Было очень много угроз убийством из-за красного бикини, которое я надела. Я была с частной охраной или со специально обученными людьми из ФБР в отставке. Они присматривали за мной, когда я вернусь в Америку в течение, кажется, 3 месяцев. Очень много угроз убийством.
Я получала много электронных писем, в том числе от родственников из-за границы. Как ты могла так с нами поступить? Мой дед был известным человеком, а ты его опорочила. Так что я прошла через серьезную борьбу тут. А вдобавок, некоторые афганские священники, мусульмане, мы зовем их муллы, эти имамы были очень злые и рассержены на меня за то, что я сделала. Но если честно, я также получала много писем от отцов. Забудьте про женщин, от отцов, которые писали: «Спасибо вам, что открыли двери нашим дочерям». У меня бегут мурашки, когда я говорю об этом, потому что это очень многое значило для меня. Я делала это не по своим личным причинам. Моей целью было воодушевить афганских женщин. Символом обновления при американцах становится Халида Папал. Она первый капитан женской футбольной сборной Афганистана, которую сама создала и перевела с асфальта на настоящий газон. Когда Талибан закончил править свой первый период, я собрала свою небольшую команду. Это было в конце 2002-го. Я всегда любила футбол, и мы тогда начали просто играть на улице. Для нас в то время футбол был формой активизма, чтобы у женщин снова появились цели, и они смогли через спорт принимать участие и в других сферах тоже. Потому что был этот страх Талибана, особенно у моего поколения, кто застал ребенком их время правления. И после падения Талибана мы хотели изменить картинку Афганистана и в целом образ мышления. Это было, конечно, тяжело и заняло какое-то время, но в 2007 году у нас появилась национальная команда Афганистана, первая в истории страны. А потом я стала капитаном женской сборной по футболу и начала сотрудничать с Афганской футбольной федерацией, привлекать больше женщин. И так, естественным путем, я стала активисткой, чтобы отстаивать права сестер. В это же время 3 женщины становятся губернаторами провинций. Одна из них, Салима Мазари, уже арестована талибами. Я, честно, наверное, сейчас расплачусь. Я принимаю это очень близко к сердцу. Моя мама и я, каждый день мы просыпаемся, смотрим новости, я получаю столько звонков отовсюду. Мы устали говорить об этом, я устала. Я живу, мне повезло, я живу в Америке, я уехала из страны, но бедные люди там, у них даже нет еды. У меня сердце разрывается из-за этого. Забудьте про еду, я просто хочу мира. То есть при любых правилах, при любом режиме, просто дайте бедным людям жить счастливо. Я на эмоциях, мне очень грустно. Еще я шокирована. Вы видели человека, который спрыгнул с самолета? Не специально, это акт отчаяния. Они в отчаянии пытаются покинуть страну и не жить при правлении Талибана. Женщины, конечно, в панике все. Особенно женщины, которые учились в институтах, образование получили, работали в госструктурах. Они в панике. Никто не выходит на работу. Вот у меня много есть связей вот с людьми, которые были чиновники, женщины. И они убежали именно с родных краях в совсем другие места, которые, чтобы их никто не знал, кто она такая. И не выходит из дома. Вот, как я уже говорил, губернатор одной провинции, она написала в Фейсбуке, говорит, я жду своего смерти, когда они войдут в мой дом. Я не выхожу из дома. То есть люди, не только женщины, весь народ именно в страхе. Все, что сейчас может сделать Мухаммад, это поддерживать афганцев по телефону. Вот как раз с Афганистана звонят. Мы, говорит, у своих родственников сейчас спрятаны, потому что это опасно, чтобы никто не знал, где мы находимся. Мухаммад связывается с женщиной Кабула, которая до вчерашнего дня работала в СМИ, а ее мама в городской администрации. Воскресный визит талибов выбил их из колеи. Теперь женщины просят не называть своих имен, точных должностей и нынешнего местоположения. Сейчас все женщины, госслужащие она или работала в других структурах, все стараются вообще не выходить из дома. Все в страхе, в шоке все.
Прогноз такой, что это те же талибы, которые были. Хотя они говорят, что амнистию всем, мы никого не трогаем, живите как жили. Но мы, женщины, их знаем, что они просто выигрывают время. Пока они обещают, что ничего не будет, но по опыту мы знаем, что в других провинциях они сначала не трогают, но потом начинают запугивать людей, именно физически. Страх, конечно, есть. Даже когда по новостям их видим. Не то, что вживую, даже просто что-то слышать про них, уже боимся. Талибы не изменились, их идея не поменялась. Если талибы у власти, для женщин места нет. Ни в госструктурах, ни в СМИ, нигде для женщин места не будет. Сестра в Афганистане. А как она, где она сейчас находится? Ну, если что-то можно про нее рассказать вообще, как она себя чувствует? Ну, почти то же самое, как эти. Она в Афганистане, работала учительницей, я уже говорил вам. Сидит дома. У меня двое сестра, они работали, но в это время вообще очень опасна их жизнь вообще. Я приехал сюда 20 мая этого года. Я офицер. Это была моя командировка. Почему вы боитесь показывать себя на камеру? Сейчас в Афганистане каждый офицер полиции, военный, служащий боится. Все скрываются по домам. Возможно, если вы покажете мое лицо, они задержат меня. Кто из ваших родственников остался в Афганистане? Моя жена, моя дочь, моя мама и мой брат. Они жили в моем доме. Конечно, сейчас они уехали оттуда. Они прячутся. Что ваша жена рассказывает про обстановку в Афганистане сейчас? Я думаю, все говорят про Афганистан. Все медиа становятся свидетелями того, что происходит в Афганистане. Я не знаю, что будет через месяц, 2, 4, год. Много женщин сейчас в опасности. Те, кто работали журналистами в медиа, кто занимался госслужбой или стоял на руководящих постах. Впрочем, есть журналисты, которые видят ситуацию иначе. Надежда Киворкова раньше работала в Афганистане. Почему тогда многие говорят, что журналистки, женщины, особенно боятся сейчас талибов? Потому что массовый психоз действует на женскую психику сильнее, чем на мужскую. А мужская часть медиа империи мировой решила подогревать это. Конституция, принятая в 2004 году, до сих пор является основным законом Афганистана. В ней, как и в Конституции 1964 года, зафиксированы права и свободы женщин. Теперь ее нивелируют законы шариата. Молчание – это афган в переводе с персидского. Именно его вынуждены предпочесть те, для кого риторика Талибана представляет наибольшую опасность. Не забывайте, мы очень сильные, мы многое перенесли. От наших бабушек и дедушек, от наших прабабушек и прадедушек, родителей, матерей, бабушек. Мы знаем, что мы выживали, мы боролись и до сих пор боремся. И ничто не может нас остановить. Мы будем двигаться к образованию, к независимости, финансовой, эмоциональной. Мы сражаемся, мы бойцы, а нас знают, что мы бойцы. We're fighting. We're fighters. We're known to be fighters.